друзья, вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина, это канал о рукоделии, о вышивке крестом и о моей жизни. И это вышивальный влог, здесь будет все. Здесь будут, естественно, продвижения по моим вышивальным процессам. Здесь будут попытки делать пэтчворк. Меня до сих пор не оставляет эта идея. Будет история, почему я так задержала этот влог, что меня расстроило. Ну и как всегда в комментариях я оставлю тайминг, чтобы было легко ориентироваться, кому там интересно мои пробы шитья, кому интересно смотреть, кому не интересно не смотреть, природу, погоду тоже интересно, не интересно, так что смотрите в инфобоксе. Приятного просмотра! Мне мало начатого, не продвигающегося, я решила начать еще что-нибудь. И я хочу начать вот эту подушечку, этот бисерный набор от Reflet de Soie. И у меня есть идея, я не хочу делать из этого подушечку. У меня созрел план, если этот план я смогу реализовать, я, естественно, вам все покажу. И вот я не знаю, здесь в этих наборах предлагают вышивать на 35-м каунте льна. У меня 35-го нет, но у меня, естественно, есть 36-й, но он как бы мелковатый. Я вдруг подумала, а если я вышью на 18-м каунте канвы? Интересно, кто-нибудь вышивал? Ой. Эти наборы на канве, как они выглядеть будут? Вот у меня есть 18-го каунта белая. Здесь четко, ясно видно крестики, переплетение. Будет легко и просто вышивать. Я вот думаю, красиво оно будет или будет некрасиво. Здесь-то сплошная зашивка практически. Здесь все будет бисером. Какая разница, на чем там будет внутри? Не, ну в смысле каунт есть разница, но я имею в виду канва или лен. Что вы по этому думаете? Вот такая. У меня есть, конечно, и лен, и даже он такой, наверное, по цвету к этому пойдет идеально, вот такого цвета. Здесь сколько зелененького этого бисера. Будет он, наверное, классно на этом смотреться. Ну, во-первых, это, по-моему, 32-й, а не 36-й. И, во-вторых, ну, конечно, на канве вышивать гораздо легче. Вот такие меня раздумья посещают. Ну, давайте посмотрим на этот красивый, раскрасивый бисер, который здесь у меня в наборе есть. Вот такой красивый ювелирный бисер японский, они пишут. И вот здесь такой красивый, зелено-серебристый какой-то, вот просто серебряный. Ну, эти вы подушечки наверняка уже 50 раз видели и знаете, насколько они классные, и они очень тактильные, на ощупь приятные. И они получаются как одно, как какая-то ткань, не ребристые такие, они такие гладенькие, очень приятные. Вот так. Приличненько здесь. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь вы посмотрите, вот этот какой красивый бисер. Экстра смол, есть и первый. Ну, в общем, я решила, я попробую на этой канве. Если она будет светить, если через бисер, то тогда я не буду делать, и перестартану, как говорится, рестартану на льне. Ну, встретимся в следующем включении. Ну что ж, я начала вышивать на этой 18-й канве, и мне вообще не нравится, как лежат эти
видите, они толкаются. Вот я их вместе делаю, они толкаются через один, ну понятно, видно, что через один. Но когда они рядом, они такие кривые, косые какие-то. Я предыдущие вот эти наножнички, маячки вышивала на 32-м каунте. Но мне понравилось, как оно у меня получилось. Так что, наверное, я все-таки возьму лен вот этот и буду на нем вышивать, потому как, ну, согласитесь, они какие-то не очень. Особенно вот здесь, ну вот смотрите, ну что это, куда это годится, они один на другой налазят. Я смотрела Ину Джавис, она говорит, я вышиваю на 36-м, и у нее так красиво получается, чё? У меня, видели, как-то не то. Оказался этот лен 28-го каунта у меня, что я вам показала, зелененький, и оказалось, что у меня 32-го каунта вообще нет льна, у меня есть вот такой 36-го. Ёлопала, что на 36-м льне попробовать, думаете, оно будет лучше? Ну, сейчас попробую. Я, наконец-то, друзья мои, дошила алфавит. Ну, внизу, который был алфавит, мне осталось вверху, здесь еще будут 3 буквы. Здесь будет 3 буквы, и здесь пойдет финальная, такая финишная прямая, как говорится, с 2 птичками, с парой птичек. Ну, птички, они вышиваются, как я вам уже говорила, легко и быстро, и очень приятно. И посмотрите, уже вырисовывается полная картина, как это будет. Я думаю, это уже понятно. Посмотрите, какая красота необыкновенная получается. Мне в комментариях предлагали оформить этот квакер, этот сэмплер в подушку. Но в подушку я не хочу оформлять, как вы помните. Эту ткань я красила сама, и я не знаю, как она себя поведет в подушке. Вот она уже, видите, полежала, и со временем она, видите, типа выгорает. Ну вот на камере она более контрастно выглядит, а так она выглядит побледнее чуть-чуть. И поэтому я не хочу ее в подушку, потому что в наволочку, ну, наволочку надо стирать очень часто, так сказать. Так что будет она у меня в рамочке на стеночке. Вот такая красота необыкновенная получается. Я очень рада, что я наконец-то добила этот алфавит, потому что он был как бы не очень простой, но зато он, смотрите, как великолепно выглядит. Он прям кружевной, этот алфавит. Конечно, можно было бы вообще без алфавита какой-нибудь типа вот такой панельки сделать, а здесь типа написать инициалы и даты. Ну, мне хотелось, мне нравился этот алфавит, он очень красивый. И поэтому у меня нету ни одного алфавита, так для разнообразия пусть будет шикарный. Шикарный, я очень рада. Я уже вам показывала, я приобрела еще один сэмплер от Rosewood Manor Current клуба. Мои, как-то он там называется, мои маленькие вещи или мои любимые вещи, ну что-то такое очень тоже красивый. И вот такая красота необыкновенная. Скоро финал, ура! Вы только посмотрите, сколько у меня слив в этом году. Они еще, конечно, в стадии созревания, но уже для тех, кто обносит сады, как мы в детстве, можно есть. Еще оставить надо на несколько дней. Обалдеть, это не одно дерево. Так, это белая слива. Ну, я не знаю, почему она вот там начинает быть красной. И нет, она не созрела еще. Она еще кислая. Очень странно. У меня мутирует, у меня цветы из белых становятся красным, сливы из белых становятся красными.
Смотрите, что я сделала со своими ленточками. Помните, я показывала, что я вот эти нашила ленточки с квадратиками, не знала, что это такое, что я хотела сделать. В YouTube нашла метод, как что делать с этими. С обратной стороны пришиваешь такую же точно, ну, ширины и длины такую же ленту, только контрастного цвета. Ну, можно однотонный взять, у меня не было однотонной, я взяла вот такой в горошек. И полностью ее вот так вот пришиваешь, пришиваешь, пришиваешь. А потом режешь ее на треугольнички, на вот такие. Вот так вот прямо чик-чик-чик-чик. Потом разворачиваешь, и вот у тебя что получается. Прикольно. И теперь можно из вот этих квадратиков уже выкладывать, что тебе нравится. Вот я посмотрела, мне нравятся вот эти вот мельнички, которые они делают, классные. Вот сложила, получается вот такая мельничка. Ну вот теперь их надо одинаковые вырезать, чтобы все они получились, были квадратными. Вот я вырезала себе этот выкройку по 9 сантиметров. И подровняю их, и будет у меня вот такой блок мельничка. Прикольно, мне. Вот. И я вон сейчас настрочила себе, видите, сколько этих ленточек. Нарежу и наделаю вот таких вот блоков. А потом я еще не выучила, что надо делать. Уж начала снимать, покажу вам, чем вчера закончилась эпопея. Вот я вышила почти 3 ряда. И потому как это 3-я уже попытка, я вам показывала, начала я там на канве. Вот что это будет. Начала я вышивать там на канве. Ничего не получилось, получилось некрасиво. Начала я вышивать на вот той зелененьком льне, но он оказался не 32-го, а 28-го каунта. И тоже они там гуляли, эти бисеринки. И пришлось мне взять этот лен. Это лен 36-го каунта. Ну, смотрите, прикольно на нем получается. Я не знаю, почему на 18-й канве эти бисеринки толкались. Вот на 36-м каунте, смотрите, мне кажется, они идеально лежат. Получается очень красиво. Так что я ряд вышила на канве, распустила. Ряд этот вышила на этом самом, на льне 28-го каунта. И перепутала, надо было вот этим цветом, первый ряд сделать, а я сделала другим цветом. Еще раз вышила вот этим цветом, второй ряд вышила, гуляет бисер, некрасиво получается. Распустила, начала вот на этой, вышила первый ряд, начала второй ряд и второй ряд. Сейчас я вам покажу здесь на схеме. Так, поближе, чтобы вы видели. Вот видите, вот такие ромбички, 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 ромбички. И я шпарю эти ромбички до конца ряда. А потом начинаю 3-й ряд. Начинается вот здесь кружочек, и я вижу, здесь были не ромбички, вот были 3 и 3 кружочка. Я-то уже дошила этот ряд. Короче говоря, я распустила снова этот ряд до вот этого места. Здесь вышила эти кружочки и опять. Ну, короче говоря, я вчера больше распускала, чем вышивала. Ну, результат, конечно, как и всегда, рефле де суа, восхитительный. Очень красиво получается. Прямо бисеринка к бисеринке. Супер-пупер. Но для моей идеи, которую я лелеяла, мне этот размер маловат будет. Мне надо пошире. Здесь получается квадрат. Вот здесь квадрат. И какой размер получается у него, сейчас я вам скажу. Вот видите, 13 сантиметров. 13 будет на 13 сантиметров. А мне нужен прямоугольник, который будет... Мне нужен квадрат, который будет 17 на 17. Короче, по 4 сантиметра мне не хватает. И 4 сантиметра это дофигища. Я не знаю, может мне
Раз, два, три. Ну, у меня даже не хватит здесь места 4 сантиметра прибавить. Ну, короче говоря, вряд ли я буду здесь переделывать. Ну, на крайняк я сделаю такую же подушечку, как они предлагают сделать здесь. А что? Если я ничего не придумаю. Ну, короче говоря, оставайтесь со мной, и вы увидите, чем дело закончится. А сейчас я вам вставляю видео, которое, собственно, явилось причиной, почему у меня испортилось настроение и не хотелось выставлять больше видео. Честно говоря, думала вообще просто закрыть канал. Это событие, которое проводится ежегодно по всей Италии, называется Strawwomen. Посвящено оно женским проблемам. В прошлом году это было посвящено борьбе с раком молочной железы, сборы проводились. В этом году это мероприятие посвящено борьбе с насилием, домашним насилием, рабочим, профессиональным насилием. И я побывала, естественно, с нашей группой на этом мероприятии. Там очень хорошая, теплая атмосфера, очень все весело, очень все здорово, все воодушевлены, все радуются. Вот эта разминка перед тем, как идти маршрутом по старому городу, а потом вдоль озера. И я поделиться вот этой радостью. Посмотрите, какие все веселые, какие все радостные. Я так спешила, я понимала, что влог я буду выкладывать только в конце недели, а пока свежие все эмоции, сделаю коротенький шот. Ну и под этим шотом я получила комментарий. Вы можете зайти, посмотреть на него. Там высказывают мнение обо мне, которое я, собственно, не спрашивала. Я не хочу даже обсуждать это, просто это настолько мне испортило настроение, что мне даже не хотелось продолжать. И вот в конце нас намочил дождь. А сейчас перед вами Mill Hill, Лаура Бенч, автор этих лошадок, какие-то там лошадки, не помню уже, как она там называется правильно, это и не важно. И они у меня тоже на финишной прямой. Смотрите, здесь мне осталось совсем ничего. Вот здесь я закончу солнышко. Видите? Здесь солнышко. И останется мне пришить бисер. А здесь бисера, совсем немножко. Вот здесь немножко, в гривах этих лошадок немножко. Вот здесь чуть-чуть на птичке. Вообще ничего. Вот здесь немного на волнах на этих. Какая красота! Это вообще на мой вкус это летний такой процесс такой, и поэтому он так легко и быстро у меня шел и вышивался с удовольствием. Я просто откладывала в сторону его, чтобы заниматься какими-то другими делами, потому что он великолепный, он просто легко и просто, большие зашивки, логичные зашивки, берешь ниточку и дошиваешь ее до конца. Вот здесь я вчера вечером, ночью, то есть сегодня ночью я вышивала вот это солнышко. Мне там надо было людей ждать, и я не спала, и поэтому я вчера, не вчера, а вот сегодня ночью я вот это солнышко все вышила. Вот берешь эту желтенькую, и пока ты ее не закончил, здесь ниточки 4-5, наверное, одного цвета, потом вот эти оранжевые, потемнее, красные, коралловые, прекрасно. А результат восторг, просто восторг. Мне нравится очень. Я закончу лошадок, возьму эту русалку и хочу купить котика. Котика я прошляпила, я поставила себе
ну, чтобы мне прислали, когда будет этот котик. Мне прислали, когда этот котик пришел. Я захожу там не в тот же момент, а там я была занята вечером, допустим, утром мне прислали, я вечером захожу, котика уже нету, блин, думаю, ну ладно, а там много у нее разных котиков, но мне хотелся именно котик, там был котик с птичкой на спине. И я вот этого котика и хотела. Ну, ничего, если это мое, оно ко мне придет. Вот такая великолепная картинка у меня получается. Я, честно говоря, не знаю, как оформлять. Вроде в рамочку маленькую картинку, куда ее вешать. Ну, главное вышить, а там уже, как говорится, выйдем в открытое море и разберемся. Великолепно, великолепные цвета. Вот это мои цвета. Обожаю желтый, голубой, синий, вот красные, яркие, коралловые. Это мое. Организация у меня этого мелхила до смешного простая. На каждый цвет я поставила иголочки, хотя здесь можно было, честно говоря, и одной-двумя обойтись. Но тем не менее, вот они все заправлены, все наготове. Это убыстряет намного процесс. Прям сверху, видите, я пишу знак и номер этой ниточки. Потом оно стирается просто обыкновенной водой, даже без мыла. Уже сейчас, видите, я пока вышивала, они начинают постепенно стираться, эти знаки. И смотрите, сколько еще остается. У меня уже практически все дошито. Ну, что у меня осталось, это солнышко и все. Ну, там бисер пришить, сколько там, одна ниточка хватит этой одной ниточки. Не скупиться мелхил, и за что им большое спасибо. Ниточки DMC, они и в Африке ниточки DMC. В конце вам покажу, что же мне удалось навышивать на моей подушечке Reflet du Soie. Мне удалось вышить вот эту нижнюю рамочку. Там она типа вот так рамочка идет. Вот нижняя это готово. Вот как красиво получается. Но почему-то оно в жизни красивее получается. И он очень приятный, этот бисер. Очень красивый. Обожаю Reflet du Soie. И он, честно говоря, бисерные эти наборы, они идут у меня быстрее, допустим, чем крестиковые наборы. Но, есть одно но, делать это надо, сидя за столом. А так как я привыкла заниматься вышивкой полулежа на диване перед телеком, то как бы надо что-то сесть, надо это выбрать время. Вышивку-то я беру уже, когда все, вечером устал, упал перед телевизором, там что-то вышиваешь. А это надо выделить в течение дня время, сесть за стол и всем этим заниматься. Я хочу вам показать, как я организовала свой этот вышивальный процесс. Есть у меня вот такой органайзер от волшебной стороны. Есть у меня вот такая клеящаяся штучка. Получилось здесь 8 всего этих отделений, а цветов бисера у меня 12. Ну и вот у меня получается 4 цвета вот так обгрызанной на этой клейкой штучке. У меня есть не обгрызана, она белого прозрачного цвета. Но, честно говоря, я сделала большую глупость, когда купила вот этот коврик клеящийся белого прозрачного цвета, потому что вот на черном очень четко цвета видны, ну вы видите. А на этом белом прозрачном, ну, мне не нравится, плохо они выглядят.
И, естественно, здесь малярный скотч. Я как-то вам уже показывала, как я вышиваю. И на малярном скотче тут я вот беру, смотрю ряд, который я должна вышить, допустим. И это у меня ниточка титан, которую я вышиваю. Ну вот, допустим, беру, я смотрю вот этот ряд. В этом ряду у меня вышивается в основном вот этот цвет. Вот этот цвет, потом вот этот золотистый цвет. Ну, вот этот бордюр, тут почти практически все цвета присутствуют. Я на малярный этот скотч, я его прикручиваю сюда на палец, на малярный скотч беру вот это, какого бисера больше всего. Вот в данном случае золотой и вот такой темно-сиреневый. И потом бордюр я делаю, вот беру отсюда, из органайзера достаю эти все. А потом вот это я пришиваю просто-напросто, очень быстро и очень легко он пришивается. У меня, кстати, есть на канале, по-моему, шот или полное видео, как делать. Вот так я пришиваю. И когда я беру вышивку, вот я вышиваю, я здесь сразу подхватываю никуда мне и пришиваю. Это очень удобно, это не надо тебе тянуться к органайзеру все каждый раз. Я вышиваю на пяльцах, может, девочки, которые вышивают на раме, кладут как-то эти органайзеры на раму и быстрее получается. Но вот для пялец вот это вот метод с малярным скотчем для меня идеальный, я его обожаю. Вот такие дела. Да, дочитала я эту книжку, дочитала я этот детектив. Что я могу сказать? Я уже не помню, когда я рыдала, когда я читала книжку. Но вот кто бы мог подумать, что не такой какой-нибудь слезливый роман любовный меня доведет до такого состояния, а именно детектив там. Ну, в общем, я очень сильно рекомендую. Классная книга. Я последний раз, когда была в библиотеке, взяла 3. Я прочитала эту. Пойду сейчас относить все 3. Возьму еще. Там у этого Харлана Кобина много этих детективов. Возьму еще. Мне он зашел и буду читать. И вам рекомендую. Ну, пожалуй, на этом и все, друзья. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Комментарии, ну, не такие злостные. Если вы другого обо мне мнения, отписывайтесь. Я тут миллионы не зарабатываю. Если вы думаете, что я прошу ставить лайки и писать комментарии для того, чтобы там обогатиться неимоверно, ну, я даже могу, это не тайна, у меня в среднем 300-400 просмотров за видео, это стоит где-то 20 центов. С минимальным прожиточным уровнем в Швейцарии 2500, это как бы, я не знаю, сколько мне видео надо сделать, чтобы заработать эти деньги, так что... Это укол в мою сторону в этом злосчастном комментарии, что у вас и так мало подписчиков и мало просмотров, как бы не в ту сторону направлен. На такой минорной ноте я с вами прощаюсь. До следующего видео. Всем пока-пока.